Камера тоже уже 12%. Использовать ультрафиолетовый фонарик, перевернутое, то есть рога, уши и козлиная борода. Что еще такое было? Блин, еще. Фак. Зачем ты это делаешь? Я тебя всего лишь хотел сфотографировать. Хотел тебя увидеть. Запечатлеть. Привет, друзья, меня зовут Тим Морозов. Сейчас я возвращаюсь с одной из поездок, в которой ничего не было. Не было ни шорохов, ни звуков, ничего. Приезжаю заодно мимо дома, где был полтергейст 5 уровня. Который раз уже я проезжаю мимо, уже не раз проверял, и сегодня снова хочу проверить на Эми. Вдруг опять там что-то появилось. Посмотрим. Это дом полтергейста, дом у дороги. Как видите, проезжает еще машина. Так же самое, он находится неподалеку у дороги. Без следов. Как будто какие-то копыта, смотрите. Не знаю, вот здесь и вот здесь. Может быть, просто слякоть? Ну так странно, два. Похоже очень сильно, но скорее всего это просто слякоть такая. Ну реально напоминает два копыта. Слышали стук? Самое интересное, нож и вилки лежат на столе. И штука эта висит. Как будто бы здесь кто-то что-то поправил. Не знаю, друзья. Эта штука даже стекла нет. Здесь было стекло, оно было упавшее. Стекло с этой стороны. Пока тишина, как всегда, ничего не происходит. Я говорю, уже не в первый раз заезжаю посмотреть. Но в прошлые разы все висело на местах. Точнее, в прошлые разы все лежало на местах, где оставалось. Здесь троечка, маленькая, что-то, но уже показания такие, которых здесь есть кто-нибудь? Вы сейчас видели? Сейчас было 19. Двенадцать. 22. Охренеть.
И здесь. В общем, сейчас я в машину. Честно, стрёмно уже становится. Там не нашу, блядь, сразу же. Куда его можно засунуть? Пипец, мне сейчас стрёмно становится. Надеюсь, вы все помните, что здесь происходит правильно. Я сейчас машину завожу, одеваюсь и возвращаюсь сюда. Итак, друзья, я уже в доме, установил камеры по всему периметру, но до сих пор ничего не происходит, не считая Эми. На Эми есть показания. Сейчас на Галска 6, вот шестерочка была. В общем, друзья, вот так показания и колеблется, но ничего не происходит. Сейчас я попробую установить приборы, которые увеличивают силу и питают паранормальную активность возле камеры. И лучше к ним не подходить с камерой, потому что они влияют на технику тоже. Заглючила основная камера. Вот я уже перезаписываю это. Информация, наверное, не сохранилась. Сейчас я вставлю вот этот кусочек. Вот поэтому действую на расстоянии. Итак, друзья, приборы включены. Сейчас я попробую использовать ультрафиолетовый фонарик. Я не знаю, как будет видно основной камере, потому что она снимает в ночном режиме. И очень трудно уловить и ультрафиолетовый свет от данного фонарика. Но, возможно, вот эта камера будет хорошо его видеть. Попробую изучить, начиная от комнаты, всю местность ультрафиолетом. Возможно, удастся как-то узнать с помощью него, откуда здесь появился полтергейст. Если здесь кто-то есть из потустороннего мира, ты можешь со мной выйти на контакт? Блин, кукла, конечно, жуть выглядит как. Конечно, жуть выглядит как. Просто ужасно. Лицо какое. Ужасно. Лицо какое. Охренеть. Блин. Сейчас, я не знаю, может быть, я сильно близко к ней прислонился камерой или руками, хотя у меня руки в перчатках. На руки не реагирует. Так реагирует. А камерой? Еще раз.
В общем, друзья, не знаю, что с куклой сейчас было, но это явно не мое прикосновение. Скорее всего, возможно, какая-то активность пошла, и приборы выполняют свою функцию. Буду изучать дальше. Да блин. Если ты здесь, ты можешь взять, поиграть эту куклу, пока я тут. Возьми ее. Не бойся. Ты можешь поиграть, пока я здесь, в эту куклу, если хочешь. Не бойся, возьми ее. Я положу ее на кровать обратно. Да, друзья, то, что звучала кукла, на самом деле я не знаю, стечение обстоятельств это, либо оно дает о себе знать. Может, что-то с прибором, или так влияют усилители электромагнитного поля. Пока не знаю, продолжу дальше рассматривать все в ультрафиолете. Что за тряпка? Муха какая-то. Блин, твою мать. Что сейчас такое было? Блин, твою мать. Что сейчас такое было? Что еще такое было? Блин. Фак. Что за ерунда такая? Ну, похоже, мигнуло что-то. Осколки от лампочки. Патрон там. Да ну нахер. Я бы рад сказать, что это электричество, сбой какой-нибудь. Но вот здесь в счетчике пробок нету. Электричество в дом вообще никак не поступает. Охренеть. Как так-то? Просто пипец какой-то.
опять кукла звучала. Это пипец. Просто сейчас не понимаю вообще, какой силой нужно обладать, чтобы лампочка лопнула. Просто увидел, что она мигнула, и взрыв. Это просто какая-то... Это жесть. Сейчас еще снова кукла. Походу все начинается. Я не желаю тебе зла. Я всего лишь хочу узнать, откуда ты тут появился. Я не желаю тебе зла. Я всего лишь хочу узнать, откуда ты тут появился. Я не желаю тебе зла. Я хочу всего лишь знать, откуда ты тут появился. Что еще было? Скатерти нет. Охренеть. Вы видите это? Что это такое? Имею в виду. Я понимаю, что это пентаграмма. Чем она нарисована? Охренеть. Если смотреть к этому стулу, то получается перевернутая, то есть рога, уши и козлиная борода. То есть знак дьявола, если я правильно все понимаю. Охренеть. Надо срочно здесь попробовать ИГФ. Походу он идет со мной на контакт. Итак, друзья, если я все правильно понял, он решил со мной выйти на контакт и, можно сказать, поговорить. Я спросил у него, как ты здесь появился. Он скинул, получается, скатерть. И здесь я увидел вот эту пентаграмму. То есть, как, кстати, знаки какие-то вот странные. Как я понимаю, сейчас, возможно, я смогу с ним выйти на контакт. Я отключил приборы, усиливающие паранормальную активность, для того, чтобы попробовать сеанс с ИГФ. Они очень сильно шумят и мешают. Находящийся здесь дух.
Я хочу узнать, понимаешь ли ты меня? Ты показал, как ты сюда пришел. Тебя вызвали. Я правильно понимаю? Ты можешь пообщаться со мной при помощи техники, при помощи сеанса электронного голоса. Ты можешь со мной пообщаться при помощи техники. Было похоже, как будто бы на да. Ты сейчас здесь, рядом со мной. Ты готов со мной поговорить? Ты сидишь на этом стуле. Я тебя не вижу. Ты сидишь сейчас на этом стуле. Я могу тебя сфотографировать? Я хочу тебя заснять на камеру. Пленка была целая. Что с ним? Где мой фонарик? Блин. Да блин. Что за фигня?
наполнитель аккумулятора. Блин, все начало резко садиться, пипец. Твою ж мать. Друзья, все садится, все камеры походу, все пищит вокруг. У меня аккумуляторы тоже сели дополнительные. В сумке должны быть еще сейчас. Зачем ты это делаешь? Я хотел тебя всего лишь сфотографировать. Походу всю камеру рубанула. Зачем ты это делаешь? Я тебя всего лишь хотел сфотографировать. Хотел тебя увидеть. Запечатлеть. Что аккумулятор? Пипец. Все, севшие, ночные севшие. Пипец, друзья. Камера тоже уже 12%. Охренеть. Зачем ты это делаешь?
Основная камера. Тоже походу села. Итак, друзья, все, уже отъехал от дома, подзарядил камеру, подзарядил немного фонарик. Я думаю, записать конец хватит. В общем, кто не понял, что произошло, село все. Сначала начали черно-белая камера садиться ночного видения, потом села основная и в конце концов экшен. Также фонарики, аккумуляторы, которые в фонариках были и которые для камер. Вот, как я понимаю, в этот, в этот сегодняшний раз сила была очень сильная. То есть лампочки у меня над головой никогда не взрывались ранее. В доме нет электричества, моргал свет. И это просто жесть. Скорее всего, как я думаю, он сначала потратил свою энергию, а потом взял все, что потратил с аккумуляторов. Возможно, так как-то. Есть предположение. Вот. Зачем я сюда ехал? В принципе. Ну, все началось с того, что мне рассказали историю про девушку, вот, которую видели возле дороги, в доме возле дороги. И я думал, засниму здесь призрака, сущность. И я так понимаю, сущность в этом доме я тоже, скорее всего, не засниму. Историю, в принципе, сам он мне показал пентаграмму. Скорее всего, кто-то занимался колдовством, вот, и кто-то вызвал или не вызвал сюда это существо. Может быть, не само существо, а вместе оно с чем-то пришло. На этом, наверное, все. С этим домом конец. Я отправляюсь в другие путешествия. Ну и на этом всем пока. До скорых встреч.